После разрухи гражданской войны страна начала приходить в себя. Касаемо железных дорог, СССР в наследство от Российской империи достался огромный паровозный парк в 10 тысяч паровозов. Огромный не в плане количества, а в плане разновидностей паровозов всех мастей, к тому же в большинстве из них больных. Необходимо было структурировать парк и сфокусироваться на нескольких рабочих, неприхотливых и зарекомендовавших себя моделях. В итоге 2/3 парка паровозов царской России ушло в утиль. Ставка была сделана на мощность паровозов и увеличение грузоподъемности составов, чтобы один локомотив мог вести не 15 легких вагонов, как раньше, а сразу 40 тяжеловесных. Чтобы возить такие длинные тяжеловесные составы, нужно было переделывать, если не все, то очень много. Саму сеть железных дорог тоже нужно было реконструировать. Если европейская часть страны могла себе позволить местами быть однопутной, то единственная нитка Транссиба, связывающая Запад и Восток в СССР, была просто обязана иметь два пути для нормального функционирования транспортного сообщения. К тому же КВЖД в 1935 году решено было вынужденно продать японскому марионеточному государству Маньчжоу-го. Чуть позже, в 1939 году, произойдет японо-монгольский конфликт с участием СССР, где отлично проявит себя будущий маршал Победы Георгий Жуков. В сражении на реке Ханхингол японцы получили, так сказать, пробник войны с СССР, который им явно не понравился, и дальше Япония направит свой взор в сторону Юго-Восточной Азии и Китая. СССР перешел на железные рельсы индустриализации и плановую экономику. Турксиб стал одной из самых знаменитых строек первой пятилетки в СССР, намеченной еще при царе, но достроенной уже при советах. Теперь железная дорога шла не как всегда в сторону Москвы, а в Сибирь. Тем самым СССР подчеркивала, что страна может не только вывозить все богатства из Средней Азии, но и привозить туда кемеровский уголь, кузнецкое железо, уральские машины и так далее. Дорогу от Южного Казахстана до Барнаула построили в рекордные сроки, за неполные 3 года. Руководил постройкой Владимир Сергеевич Шатов. И справился он со своими обязанностями блестяще. По плану Гоэл-Ро ударными темпами продолжалась электрификация страны, в том числе и некоторых железных дорог. Тема электрификации СССР очень большая, и, возможно, о ней мы поговорим в другом выпуске. Большевики, которые пришли к власти в 1917 году и первым же декретом отменили смертную казнь, теперь без этого репрессивного аппарата обойтись не могли. Всех несогласных либо уже выслали из страны, либо сослали в ГУЛАГ, ну или просто-напросто расстреляли. Когда реальные враги советской власти закончились, начались чистки внутри сторонников Советов. Того же Шатова, который был начальником внутренней обороны Петрограда в 19 году, обладателя ордена Красного Знамени, расстреляли в 1937 году как японского шпиона, вредителя и контрреволюционера. А в Великую Отечественную катастрофически не хватало таких специалистов на железной дороге. Да и много где еще. В 1937 году силами Бамлага началось строительство ЖД-веток до Тынды. И уже 1 ноября этого же года по ветке Бам-Тында отправился первый паровоз. В том же 1937-м началось строительство железной дороги Котлас-Воркута. Также, в основном силами заключенных, и закончилось ее строительство только 28 декабря 1941 года, в разгар Великой Отечественной войны. Эта железная дорога еще сыграет свою роль в ходе событий. Вообще, 37 и 38 годы в Советском Союзе – это годы страха, что за тобой придут. Большинство командного состава Красной Армии тогда были репрессированы. Это, кстати, станет одной из причин нападения Германии на Советский Союз. Слишком зачищенные ряды командиров Красной Армии. Германия к 1938 году была похожа на сжатую пружину.
которая была готова в любой момент сорваться и выстрелить. Кабальные условия Версальского мира по итогам Первой мировой постепенно загоняли Германию, как дикого и опасного зверя, в угол. Немецкий народ, некогда Германская империя, был теперь разбросан по разным странам. Гитлер уловил чувство горечи поражения, стремление к реваншизму в обществе и способствовал его кратному увеличению нацистской идеологией. Также он усвоил уроки прошлого и воевать сразу на два фронта был не намерен. В 1938 году началось все в ультимативной форме, но без оружия. А в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война, крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества. Польша приняла удар от Германии первой, и на ее примере весь мир увидел, что такое германская молниеносная разрушительная тактика Блицкрига. Железные дороги Польши перестали действовать уже через 4 дня войны. Формально Великобритания и Франция вступила в войну против Германии, но существенно ничего эти страны тогда не сделали для Польши, которая, надо сказать, упорно сопротивлялась и ждала помощи от своих союзников. СССР и Германия к тому времени тайно договорились о сферах влияния в Восточной Европе, и по этому договору советские войска двинулись на Польшу с востока. Формально для защиты белорусского, украинского и еврейского народа на территории Польши. Всего за месяц страна была взята. Но совместный захват Польши не гарантировал, что Германия не нападет на Советский Союз. Сталин прекрасно понимал, что Гитлер на Польше не остановится. Нужно было начинать готовиться к войне с Германией. На севере СССР в это время шло строительство соединительной железной дороги Мурманска с Архангельском. Позже она сыграет важную роль в поставках по Ленд-Лизу, так как Финляндия заблокирует Кировскую железную дорогу. В ноябре 1939 года началась Советско-финляндская война, завершившаяся только в марте 1940-го территориальными уступками Финляндии. Но потери Красной Армии были неоправданно большими, как и затянувшиеся сроки. На блицкриг немцев это было не похоже. Германия внимательно следила за ходом событий в Финляндии и удостоверилась в ослабленности Красной Армии. Итак, теперь СССР присоединила к себе, помимо части Польши, Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину и Бессарабию. Железнодорожная колея там уже была европейская. Ее начали перешивать обратно на русскую, и, как потом оказалось, правильно сделали. Сталин рассчитывал, что если Гитлер и решит напасть на Советский Союз, сначала он должен разобраться с несговорчивой Великобританией, но ошибся. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Почему Гитлер напал на СССР, есть различные версии. Сам он это объяснял ударом на опережение, пока Советы первые на Германию не напали. Хотя стягивание советских войск к границам и имело место, но довод был сомнительный после демонстрации силы Германии всему миру. Какие еще могли быть предпосылки к нападению Германии на СССР? Продовольственная безопасность и ресурсная база для Германии. Гитлер не хотел допустить немецкого голода, как в Первую мировую. Буквально рядом с уже захваченными территориями находилась житница Европы – Украина, богатая своими зерновыми. А зависеть от подставок продовольствия сомнительного союзника фюрер германского народа не хотел. Ведь СССР так и не вступили в гитлеровскую коалицию, выдвинув заведомо невыполнимые для него условия. Не помог СССР и при бомбежке британцев. Гитлера также интересовала кавказская нефть, донецкий уголь и другие ресурсы. И вообще сама идея коммунизма, объединения и равенства всех народов РС в корне расходилась с идеей нацизма, превосходства одной расы над другой. К примеру, славяне по ней считались низшей расой, которая должна была как минимум работать на высшую арийскую. Это белорусы и украинцы ощутили на себе после оккупации их территорий. Сначала часть населения встречали их как освободителей от советского ига, пока они не увидели, какие зверства совершает нацистская Германия по отношению к низшим нациям. Как во Франции, гитлеровцы к ним не относились.
стал воплощаться в жизнь заранее разработанный план Министерства сельского хозяйства Германии БАКE, по которому 20-30 миллионов местного населения должны были погибнуть от голода взамен вывоза продовольствия с оккупированных территорий. Это была лишь малая часть масштабного плана ОСТ по германизации занятых территорий, выселению и уничтожению местного населения. Операция «Барбаросса» поначалу развивалась вполне удачно. А вот тут давайте уделим внимание советским железным дорогам. Начиная с первых дней войны, фашистская авиация сумела нанести серьезный урон железным дорогам, пытаясь парализовать снабжение советских войск и городов. В начале войны на долю железных дорог выпала непростая задача – эвакуация промышленных заводов и доставка необходимых грузов к фронту. Свыше 80% всего грузооборота страны в годы Великой Отечественной войны обеспечивал железнодорожный транспорт. 2500 заводов и фабрик были вывезены за Урал. К примеру, в августе 1941 года на базе Уральского вагоностроительного завода и 12 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый завод номер 183, нынешний Уралвагонзавод. На его площадях за годы войны будет выпущено 25 тысяч танков, что больше, чем на всех вместе взятых заводах Германии. Эвакуация заводов по железным дорогам позволила в кратчайшие сроки восстановить военный и промышленный потенциал страны. По некоторым данным, в эвакуацию были вывезены 18 миллионов человек. Для этого потребовалось более 1,5 миллиона вагонов. При такой запредельной нагрузке начались выявляться слабые места железнодорожной сети. Самым критичным местом оказалась так называемая Куйбышевская пробка. В районе города Куйбышев пересекались 3 мощнейших транспортных потока. Первый из них был поток эвакуируемых заводов с Украины и Беларуси, второй поток шел ему навстречу. Это были 10 укомплектованных дальневосточных дивизий, шедших на фронт, и третий был поток горючего, отправляемый с бакинских нефтяных месторождений по Каспию, а затем по Волге, выгружающегося в Сызрани. Образовалась огромнейшая пробка длиной в 400 километров на линии Сызрань-Куйбышев-Уфа. Для принятия мер по ликвидации кризиса в начале октября на дорогу был отправлен нарком путей сообщения Каганович лично, что свидетельствует о критичности проблемы. Начали вводиться беспрецедентные меры. Составы шли иногда только в одном направлении, длинной вереницей и в зоне прямой видимости. Рельсы не успевали остыть. Аврал пришелся на сентябрь-октябрь 41-го. В это время войска вермахта уже подходили к Москве. Предстояла первая знаковая битва – битва за Москву. Помимо того, что Москва была столицей СССР, это был, есть и, скорее всего, всегда будет основной транспортный узел страны. Правительство могло переехать и в запасную столицу. Но такого мощнейшего транспортного узла у СССР больше не было. С востока и северо-востока шли нескончаемые эшелоны со всем необходимым. Там составы выгружались и сортировались, а в обратном направлении шли уже пустыми через Рязань и Пензу, по ближнему к фронту и более опасному пути. Управлением этого непростого грузопотока занимался начальник военных сообщений Иван Ковалев. Москву в этих сложнейших условиях удалось отбить. Операция «Барбаросса» окончательно провалилась. Поражение под Москвой стало первым крупным отступлением вермахта в этой войне. Германская пропаганда приписывала причины провала наступления 3 советским генералам: генералу Грязь, генералу Мороз и генералу Мышь. Но в записках командующего группой армии «Центр» фон Бока первым пунктом значился паралич железных дорог ввиду нехватки паровозов и вагонов на оккупированных территориях. Трофеи в виде паровозного парка Германии доставались нечасто. За всю войну, по некоторым данным, только около 1000 советских паровозов на русской колее попали в руки к немцам. Следующий серьезный транспортный кризис возник в начале 1942 года. Так как СССР лишился донбасского угля, который давал около половины добычи, а его потребление в условиях войны только увеличивалось, наступил угольный голод. Северный ход Транссиба
от Перми до Ярославля, и направления на блокадный Ленинград были переведены на дрова. Каждые 70 километров пути приходилось останавливаться и наполнять опустевший тендер паровоза дровами в авральных условиях. Неизбежно произошел транспортный коллапс, именуемый «Заволжская пробка», и он пришелся на самый тяжелый период блокады Ленинграда. Также нужно было доставлять грузы от союзников по Антанте из Архангельска и Мурманска. Транспортный кризис на северо-западе постепенно усиливался, и к февралю 1942 года достиг пика. Проблема обездвиживания транспорта на северных фронтах перешла на самый высший уровень, и теперь ее контролировал лично Сталин. Эту серьезнейшую проблему на северных железных дорогах помог решить Воркутинский уголь. К лету 1942 года наконец заработала железная дорога к Воркутинскому каменноугольному месторождению, которое уже было готово выдать порцию угля. Постепенно угольный голод начал спадать. Благодаря этому угольному месторождению удалось наладить бесперебойную доставку грузов к северным фронтам. Во многом за счет именно воркутинского угля и удалось отстоять блокадный Ленинград. Сколько жизней ленинградцев спас его жар, невозможно подсчитать. С начала блокады города по март 43-го зимой по Ладожскому озеру была организована «Дорога жизни». По льду Ладоги зимой тянулись колонны полуторок, везущих самое необходимое в осажденный город, обратным ходом эвакуируя мирное население. Много машин ушло под лед и подверглось бомбежке с воздуха, но другого выхода тогда не было. Ленинград оставался жить. Вообще у Гитлера относительно Ленинграда были разные планы. Один страшнее другого. Граница с Финляндией, по их плану, должна была проходить по Неве. Но финны не хотели забирать себе северную часть города, понимая, что для них это будет одной сплошной головной болью. В начале войны Гитлер требовал от командования быстрый захват города, потом Ленинград было решено сравнять с землей, а когда и это не вышло, стали морить блокадный город голодом. По некоторым данным, разрабатывала Германия даже удар по городу химическим оружием для скорейшего уничтожения всего живого в Ленинграде. Но, скорее всего, боясь получить симметричный ответ в будущем, не решилась на это. В январе 43-го Волховский и Ленинградский фронты в ходе операции «Искра» соединились. Появилась возможность связать Ленинград с остальной страной железной дорогой по суше, заменив автомобильную ледовую дорогу жизни. Один привезенный железнодорожный состав заменял 1000 автомобильных полуторок по Ладоге. И железную дорогу начали строить прямо под носом у немцев. В феврале началось строительство моста через Неву и укладывание 33 километров пути от Шлиссенбурга до Полян. Уже 19 марта было осуществлено движение паровозов через него. Эту железную дорогу, окончательно разрушившую план Германии относительно Ленинграда, называли «Дорогой Победы», а машинисты ее называли «Дорогой смерти». Когда немецкие войска ее обнаружили, естественно, по ней начали вести огонь со всего, что было можно. Поезда были приоритетной целью в этих обстрелах, и шансов на выживание у едущих по ней железнодорожников было меньше, чем на фронте. Но все тогда делали одно большое дело. Благодаря подвигу каждого, тогда город выжил. Если по времени отойти немного назад, к переломному ходу всей Великой Отечественной войны, а именно к Сталинградской битве, без участия железных дорог, конечно, здесь тоже не обошлась. После Харьковской катастрофы дорога на Кавказ и Волжское направление для германских сил была открыта. Еще в 1941 году было прервано стратегическое железнодорожное сообщение по линии Москва, Курск, Харьков, Ростов-на-Дону. Теперь всю нагрузку транспортных сообщений юга с центром взяли на себя приволжские железные дороги. А крупнейший железнодорожный узел был здесь Сталинград. К тому же с Каспия, а затем вверх по Волге, проходили поставки грузов по Ленд-Лизу, а также черная кровь войны, иранская и кавказская нефть. Вторая мировая война, как мы знаем,
это война моторов, которым нужно топливо. Например, по бездорожью только один танк Т-34 расходовал на 100 километров 200 литров солярки, а немецкий «Тигр» и вовсе 500 литров бензина. И это только танки. А ведь еще были САУ, автомобили, тягачи, броневики, самолеты, подводные лодки, корабли. И все они каждый день требовали бензина, солярки, мазута, одним словом, нефтепродуктов, на которых работали их двигатели. Таким образом, контроль Сталинграда Третьим рейхом обрывал большинство этих поставок для нужд Красной армии и в будущем овладевал ими сам. Взятие Сталинграда означало, если не все, то почти все. В мае 1942 года Гитлер лично вмешался в стратегическое планирование и приказал разделить группу армии Юг на две группировки. Одна из них должна была продолжать наступление на Северный Кавказ, а другая, включающая 6-ю армию Паулюса и 4-ю танковую армию Гота, должна была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду. Еще осенью 41-го начали в спешном порядке строить Волжскую рокаду. Если до Камышина рельеф позволял строить быстро, то дальше начались проблемы. Основную часть рельсов разобрали и привезли из Сибири, с того участка, где начинали строить БАМ до Тынды. Но теперь нужно было импровизировать, и очень быстро. Остальную часть рельсов, которые пошли на рокаду, разбирали при отступлении составляемых территорий. Тогда же осенью 41-го через Сталинград была организована железнодорожная паромная переправа на левый берег Волги. Переправа работала круглосуточно и могла выдерживать грузопоток до 720 вагонов в сутки. Вначале в задачу переправы входило обеспечение кратчайшего пути грузов с Донбасса на дороге Урала, Сибири и подачи пополнения запасов всего необходимого с обратной стороны. С продвижением немецких войск все дальше, значение этой переправы кратно увеличивалось. Поэтому строительство железной дороги в 1941 году по левому берегу Волги было хорошо просчитанной стратегической необходимостью. С сентября 1942 года начали формироваться колонны паровозов особого резерва – ОРКП. Эти колонны включали проверенные паровозы одной серии для упрощения ремонта вне локомотивных депо. Примерно 30 паровозов в одной колонне. Такие мобильные колонны действовали на самых нужных участках фронта, позволяя в срочном порядке перебрасывать солдат, технику и боеприпасы. Данная система транспортных перевозок отлично себя зарекомендовала и эффективно применялась Советским Союзом до конца войны. К лету уже 1942 года были перерезаны все железные дороги к Сталинграду по правому берегу Волги. В ночь на 23 августа 1942 года немецкая авиация начала бомбить город, в первую очередь транспортные пути, ЖД-вокзал и понтонную переправу через Волгу. С выходом немцев к Волге и началом оборонительных боев непосредственно в Сталинграде все правобережные коммуникации были отрезаны, и город питался по единственной однопутной ветке – Саратов, Урбах, Верхний Баскунчак, Владимировка. Эта однопутная ветка стала жизненной нитью, питающей Сталинград. Также очень важную роль в снабжении войск сыграла однопутка от Кизляра до Астрахани, обеспечивающая южную сторону фронта на подступах к Сталинграду. Только с августа по октябрь 1942 года по новой железнодорожной линии Астрахань-Кизляр было отправлено в район сражения на Волге 16 тысяч цистерн с горючим. Тем временем 15 сентября 1942 года немцы ворвались на Мамаев-Курган, в высоту 102 метра, откуда открывается прекрасный обзор всей центральной части города. 8 раз в течение Сталинградской битвы эта стратегически важная высота переходила из рук в руки. Город был разрушен почти до основания. Но борьба в городских руинах продолжалась. 19 ноября 1942 года началась операция Красной армии «Уран», ставшая, пожалуй, переломным моментом в Великой Отечественной, да и Второй мировой войне в целом.
Именно благодаря ускоренному строительству Волжской ракеты удалось подвести все необходимое для наступления войск. Теперь Германия начала пятиться. Весь мир, особенно покоренная, кроме британцев, Европа внимательно следила за ходом развития событий под Сталинградом. Гитлер дрогнул. Союзники начали все громче говорить об открытии Второго фронта. Но война на этом далеко не закончилась. Теперь Третьему рейху был необходим реванш, и попытается он его нанести Советскому Союзу в Курской битве. В район Курска начало стягиваться все больше техники. Ветку Косторная-Курск нужно было разгрузить. Для этого решено было построить железнодорожную ветку Старый Оскол-Сараевка. Эту железную дорогу справедливо называют «дорогой мужества». За 2 месяца 68 километров дороги построили с нуля, остальную часть восстанавливали. Дорога была использована для организации кольцевого одностороннего движения поездов по маршруту Косторная-Курск, Сараевка, Старый Оскол, что значительно увеличило пропускную способность железных дорог на Воронежском и Центральном фронтах. Только с марта по август 43-го для обеспечения Курской операции было доставлено свыше 467 тысяч вагонов с войсками и военными грузами. 5 июля начались бои. В Курской битве обе стороны понесли колоссальные потери. Но по итогу, спустя 1,5 месяца боев, она была выиграна Красной армией. Проиграв в Курской битве, о победе Германии уже и речи не шло. К тому же параллельно в то время началась высадка союзников на итальянской Сицилии с последующим постепенным выводом нацистской Италии из войны. Вся огромная линия фронта пошла на запад. Произошел коренной перелом в войне. Но дальнейшее отступление Германии далеко не было бегством к своим границам. С августа 1943 года по октябрь 1944 года, в течение 40 месяцев в сражениях за Украину, общие потери Красной армии составили 2 600 000 солдат, в том числе убитыми почти 824 000. Такой ценой досталось советским солдатам освобождение Украины. С высадкой союзных сил в Нормандии был открыт долгожданный Второй фронт на западе Европы. Это была крупнейшая десантная операция в истории. Теперь нацистская Германия была обречена. К концу 1944 года немцам с большим трудом удалось стабилизировать линию фронта на западе. Союзники Третьего рейха рассыпались и переходили на другую сторону. В феврале 1945 года была проведена Будапештская операция, после которой последний европейский союзник Германии, Венгрия, был вынужден капитулировать. Началось наступление в Польше. Советские войска заняли Восточную Пруссию. В конце апреля 1945 года Красная армия развернула наступление на Берлин. Берлин спешили занять и союзники. Но знамя победы над Рейхстагом было водружено советскими солдатами. В 1945 году, 9 мая, в 0 часов 43 минуты по московскому времени, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Эта война стала одновременно болью и гордостью для всех народов СССР. Но Вторая мировая война на этом не закончилась. На востоке Советского Союза отчаянно оборонялся последний союзник Германии – Япония. Советские железные дороги ждало еще одно испытание – переброска сил для проведения Маньчжурской операции. Теперь Транссиб заработал в сторону востока. Чтобы представить объем перевозок, можно привести пару цифр. При подготовке к Маньчжурской операции было переброшено свыше 1,5 миллиона солдат, свыше 27 тысяч орудий и 5 тысяч танков, а также массу других грузов. Имеющая огромный опыт введения боев с сильным соперником, советская армия начала наступательную операцию со стороны Монголии и Приморья 9 августа 1945 года. Квантунская армия прекратила свое существование всего за 10 дней. Успешное проведение Маньчжурской операции позволило в сравнительно короткие сроки занять Южный Сахалин и Курильские острова. 6 августа США сбросила на Хиросиму атомную бомбу «Малыш», а 9 августа была сброшена атомная бомба «Толстяк» на японский город Нагасаки.
Это был первый и единственный случай в истории применения ядерного оружия в военных целях. Роль и необходимость применения этого разрушительного оружия до сих пор является предметом споров. Однако США тогда наглядно показала всему миру, что бывает с их врагами. Началась новая поствоенная эпоха. О ней мы поговорим в следующем ролике. Если есть что добавить или просто выразить свое мнение относительно видео, пишите в комментариях. В Телеграме можете найти много другого по этой теме. Ссылка в закрепленном сообщении. А если хотите поддержать автора, оформляем платную подписку. С вами был канал Просветись.